Ну, дальше с Трампом тоже происходило, так скажем, интересно. Из Бельгии, где он участвовал в саммите НАТО, он полетел в Лондон, где с ним тоже произошло такое странное поведение, как пишет Елена, и просит его прокомментировать такое занимательное поведение Трампа на проходе вдоль почетного караула с королевой Великобритании. Сначала он отжал, в кавычках, старушку практически в кювет, потом построился перед ней и, наконец, пошел по центру ковровой дорожки, предоставив королеве брести с краешку. Что это? Ну вот многие вот такие вот выходки Трампа говорят, это эксцентричность, это то, сё, он там. На самом деле вот в этих жестах выражается глобальная политика. Повторю. Великобритания прекращает быть центром концентрации управления, и из Великобритании этот центр переносится в Китай. Великобритания прекращает быть субъектом Глобальной политики. Да, в глобальной политике. А вот Соединенные Штаты пока еще по-прежнему являются вот этим субъектом. И поэтому вот этот проход мимо почетного караула, он как раз и показывает. Дряхлеющая старая Великобритания, исчерпавшая свои жизненные силы, не может еще поспевать, ну пусть старым, но все-таки уверенной поступью идущими Соединенными Штатами. И Соединенные Штаты, в общем-то, к Великобритании относятся, ну, так, снисходительно. Все, что он продемонстрировал, это знак как бы по посвящению. Ребята, смотрите, все, ключевой игрок, Великобритания уже утратила полную субъектность. То, о чем, в общем-то, говорили, знаете, вот по результатам Второй мировой войны прекратило существование Британской империи. Никакое существование оно не прекратило. Оно продолжало существовать только в другой форме и перестроении. И Великобритания, она во многом процессами управляла, в том числе и в Соединенных Штатах. И Линдон Ларуш как раз об этом и говорит, что Великобритания по-прежнему рулит Соединенными Штатами. Вот. А сейчас нужно показать все вот этим вот структурам. Теперь уже Великобритания не руководит процессами в Соединенных Штатах. Теперь лидерство в отношениях Великобритании и Соединенных Штатов осуществляет Соединенные Штаты в лице конкретно Трампа, представителя глобальной элиты. И поэтому, ну там, принцы сделали фини, поприсутствовали при встрече Елизаветы. Ну, это опять же показатель того, что все, разговаривать там не с кем, просто не с кем. Мы ведем свою политику, а поспевают, не поспевают за ним. Это уже дело, собственно, элиты Соединенных Штатов. Жесты многое значат. И вот, опять же, вот чтобы вот этого не видеть, накручивают имидж Трампа некого сумасброда, торгаша, который там подходит с каким-то там вот расчетом выгодно, невыгодно и прочее. Он бизнесмен. На самом деле не так. Состоявшийся нормальный бизнесмен может быть нормальным политиком. Но не надо думать, что с бизнес-проектами можно работать в политике. Пролетишь моментально и нигде ты не состоишься. А Трамп успешно управляет государством и преодолевает сопротивление государств, страновой элиты Соединенных Штатов. Поэтому здесь нужно смотреть по факту в то, что произошло. И Трамп, в общем-то, на основе вот этих жестов, вообще у него все вот это турне европейское, и саммит НАТО, и встреча с Елизаветой, это язык жестов. Это спектакль. А вот с Путиным есть и содержание. Им нужно было посмотреть в глаза друг в другу и договориться о том, как будут взаимодействовать. Договоренность состоялась, Путин в Йоханнесбурге подтвердил свою договороспособность и желание работать на то, чтобы все проблемы в мире разруливать бескризисно.